Привет, друзья! Я думал сделать один сюрприз, очень громкий такой сюрприз, но передумал. Я думаю, знаете, хорошо яичко к Христову дню, как говорится, и я сделаю этот сюрприз в аккурат 30 числа. 30 числа кое-что произойдет, и я... Сюрприз! Ну а пока что я хочу поговорить о журналистиках. Правила журналистики Украины. Вы скажете, да ну нафиг, это не интересно, я вообще не журналист, я вообще водитель маршрутки. А я скажу, если ты даже водитель маршрутки, тебе это будет интересно. Потому что ты никогда не знал вот этого. 17-й канал необычно быстро оказался на месте убийства Шеремета. Это когда рванули Шеремета, приехали журналисты некого 17-го канала. Журналисты 17-го канала соврали о том, как оказались первыми на месте убийства Шеремета. Что там произошло? Был такой 17-й канал. Там снимали уже люди, уже произошел взрыв, вытаскивали Шеремета из машины, и они снимали, оказались первыми. И это же очень подозрительно. Что-то очень быстро вы там оказались. Громкое было дело, честно говоря. И все об этом на все лады говорили. Подозрительно. Почему вы так быстро оказались? Вы что, журналисты, что ли? МВД, 17-й канал могли предупредить из России об убийстве Шеремета. Да, им позвонили и сказали, вот, у мережи ажиотаж, то есть в сети ажиотаж, 17-й канал оказался на месте Шеремета сразу же. И вот тут, собственно, показывают ажиотаж. Люди, знаете, возмущены даже немного, потому что это такое? Могли предупредить их о том, что будут убивать Шеремета. Вы знаете, я никогда не мог этого понять, честно говоря, потому что я слышу это регулярно. Там, российские пропагандисты оказались первыми на месте там, какого-то там обстрела или там еще что-то. А здесь центр Киева, взрыв, бабах! Оказываются журналисты этого 17-го канала и начинают говорить, что, посмотрите, их, наверное, предупредили. А вы понимаете, в чем дело? Если бы не было там журналистов 17-го канала, то больше бы никто этого не снял. Знаете, вот как тогда вообще происходило? Звонят в редакцию и говорят, что взорвали Шеремета. А редактор сидит такой, да ладно, короче, мы лучше поедем на выставку цветов. Зарян Шкиряк вот тут сообщил, что появление представителей пророссийского сепаратистского 17-го канала, это все очень подозрительно. Канал «Звезда Россия-24 РТ». Об этом подозрительном явлении начали рассказывать на самом верху. Юрій Луценко додав, що будуть допитані журналісти сумнозвісного каналу, які випадково встигають першими на резонансні вбивства. Получается, если ты украинский журналист, так ты лучше не торопись первым на место. Да посиди, покури, там, потрынди со своими коллегами, выпей кофеек из пластикового стаканчика, ну что-нибудь такое, поковыряйся в носу, может быть, там что-то там подумай о чем. Спой гимн как раз. Вот вместо того, чтобы до 10 посчитать, знаете, как бывает. Просто посиди с друзьями, да и все. Не торопись на место преступления, ибо... И, соответственно, когда он вечером написал этот пост, я его не видела, потому что я раньше легла спать, чтобы проснуться 5:30, собраться и доехать до канала и до места съемки. А еще я скушала огурцов, а потом запила это молоком, у меня было расстройство желудка. Это уже ребята с 17-го канала объясняют, почему они были первыми на месте убийства Шеремета. Поэтому этот пост о том, что он за границей, я увидела уже, когда была у него под домом. А там фишка была в чем? Они поехали на интервью к Кличко, но Кличко в это время был за границей. И это вот показалось очень подозрительным. И тут как раз рядом бах, Шеремета. И они туда побежали и все это сняли. И вот они оправдываются. Это всерьез. Мы уже собирались, в принципе, тогда ехать на канал. Но, я не знаю, при чем здесь вообще Кличко. То, что мы там оказались, это мы ехали туда снимать Кличко. Неубедительно. Скорее всего, им все-таки позвонили российские кураторы и сказали, вот там сейчас взорвут Шеремета, езжайте туда, потому что никто больше не снимет, кроме вас. Да? Практически на месте преступления в момент его совершения, как известно, присутствовала съемочная группа 17-го канала. Я такой сюр не представляю ни в одной стране мира, вообще нигде. Может быть, где-нибудь на Ямайке, где еще практикуется там вуду, может, в отдельных районах, и там, знаете, он первым оказался. Ведьма! Которая вела трансляцию событий. И ровно такая же ситуация у нас была 16 апреля 2015 года во время ситуации вокруг убийства Олеся Бузины. И по Бузине их тоже предупредили, чтобы они успели снять, потому что журналисты же не выезжают обычно на такие преступления, неважные, знаете. Здесь уже 5-й канал Порошенковский обращается к главному эксперту, в общем-то, нашому, к метру. Згадали, скільки років ви в журналістиці, і тому от мені дуже хотілося б почути би вашу думку про таку деталь, яка насправді є вагомою деталлю. Колеги, мене в тому числі дуже здивував цей факт етики того відео, яке зняли журналісти. Чи
Тут она поправляется. Не журналисты, а сотрудники. Потому что журналистами, ну, мы же не будем коллегами называть каких-то этих. Співробітники 17-го каналу є такі, зараз вони обурюються тим, що на них полилася лавина звинувачень. Співробітники Служби безпеки в коментарях, а також радники МВС пишуть про те, що вони можуть бути допитані в тому числі. Сидят два журналиста, одна молодая, второй уже мэтр журналистики. Всерьез обсуждают вину журналистов, которые оказались первыми на месте преступления. Сволочі. І вони опинилися на місці події за кілька хвилин. Вони пояснюють це збігом обставин, мовляв, вони їхали на інше інтерв'ю. Ну и здесь профессионалка демонстрирует свое знание вообще ситуации. Олега Бузину, знаете, убили. Їхня поява на місці злочину щодо Олега Бузини. А мэтр ей вторит. Буквочка О перед фамилией, это не обязательно Олег. Олег Бузина был убит. Да не был убит Олег Бузина. Нету такого Олега Бузина. Может, где-то и есть, но это не тот. Дальше журналистка опять 5 канала, и теперь уже Кличко. Слушайте, а расскажите, а почему вот... І ще одне питання, буквально останнє. Декілька тижнів тому було вбито нашого колегу Павла Шеремета і журналісти 17-го каналу, які опинилися в ту ж мить в тому самому місці. Ну, короче, бла-бла-бла, правда ли, что они с вами договаривались за интервью? Кличко говорит, нет, брехня. Прямо назвати брехня. Ну, теперь 5 канал звонит еще одному советнику министра, все того же, Министерства внутренних дел. И, смотрите, вот по делам, не оказывайся первым. А ось, до речі, про свідків. Генеральний прокурор обіцяв викликати на допит, зокрема, журналістів 17-го каналу, які за збігом обставин, як вони кажуть, були поруч і відзняли, власний момент вибуху. Чи вони були вже... Они не снимали момента взрыва, она просто некомпетентна. Ну, это Порошенковский канал, в принципе. Канал-анал, знаете, можно говорить все, что хочешь. Умовно геополітична версія, політична чи геополітична версія. От межа геополітичної версії, яка передбачає російський слід, спробу дестабілізації України, розглядається власне частина питань, які пов'язані з тим, чому першими з'явилися представники 17-го каналу на місці злочину. Российский след, геополитическая версия, попытка расшатать Украину. Не приехали бы, не отсняли бы то, как Шеремета достают из машины, не была бы расшатана Украина. А так расшаталась капец, аж пыль пошла. Чи були вони наперед попереджені? Взрослые люди говорят, да, мы вас предупредим, вот там вот взорвут. Чи були вони в якийсь спосіб чи ознайомлені з тим, що має відбутися на їхніх очах? Российский след! Все каналы об этом сообщили. Практически все СМИ об этом написали. Російський слід. Медійників 17-го каналу допитують як свідків за те, що першими опинилися на місці загибелі журналіста Павла Шеремета. И вдруг внезапно 5 канал пару дней назад. В місті Києва стрілянина прямо на очах у наших кореспондентів менше години тому на бульварі Шевченка. Что значит прямо на глазах наших корреспондентов? Это когда Вороненкова валили. А что значит на глазах наших корреспондентов? Вас предупредили, что ли, да? Що одна людина загинула, це на власні очі бачили наші кореспонденти. Ще 2 забрала швидка. І от Сергій Барбу був безпосереднім свідком цієї трагедії. Порошенковский канал. А Порошенко просто не хотел терять рейтинги, поэтому предупредил главного редактора канала, а тот предупредил журналиста. Находись в том-то, там-то месте. Снимешь вот такие вот эксклюзивные кадры. А почему нет? Ну а что, да? Але насправді подія дуже шокуюча, тому що серед місця Києва білий день, ми якраз поверталися з іншої зйомки. Ой, хватит придумать эти тупые версии. Мы как раз возвращались с другой съемки. Да, ты расскажи это следователям. Следователи уже вызвали их? Не? А советники министра сделали заявление? Что, тоже нет, да? Сергій Барба, який на власні очі бачив стрілянину у середмісті Києва, буквально на очах у знімальної групи, невідомий стріляв у перехожих. Они очень гордятся тем, что они оказались там первыми, потому что на их глазах стреляли вообще в прохожих, ну, в общем-то, и убили Вороненкова. Они об этом на своем сайте даже сообщают. На глазах у 5 канала произошло то-то, то-то. Ни у кого это не вызывает никаких, вроде бы, как негативных эмоций. Более того, вы знаете, где находился вот этот журналист? Это тот самый, на которого все внимание обратили. Помните? Камеру подставлял туда. Его пустили за оцепление. Странно это все. Но давайте же посмотрим. А вообще СМИ обратили внимание на этот ужасающий факт? Нет, не обратили. Да вы посмотрите, канал «Звезда», «Страна.ЮА». Все.
А остальные вроде как просто не заметили. Почему? Я так представляю, вот такие вот классные получились бы заголовки. Журналисты Пятого канала странным образом оказались на месте преступления. Прямо на глазах журналиста Пятого канала неизвестный застрелил Вороненкова. Да, там. Уж не были ли они предупреждены? Да, они точно были предупреждены. Можно так Порошенко реально выстроить целую цепочку. Порошенко все знал, более того, у него текст был заготовлен, вот это он сразу выдал. Российский следствие, все подготовлено было, все было заготовлено заранее. Пятый канал уже знал, что там произойдет. Нет? Почему нет? Вот такая она, украинская журналистика. Скажите мне, разве это не интересно? Разве это не государство перевертыш, а? Пока.